Всем привет! И в этом видео я расскажу вам про топовые снайперские винтовки. Все винтовки я условно разделяю на мухобойки. Это скорострельные пушки с низким или средним уроном, с которыми можно быстро перемещаться по карте. И слонобойки. Тяжелое оружие со значительной задержкой между выстрелами, но очень высоким уроном. И ограничениями в беге и маневренности. Видео я разделю на две части, иначе оно получится очень длинным. И в первой части как раз таки у нас будет обзор про слонобойки. И сразу скажу, что в обзоре я использую специализацию стрелок с вот такими перками. И для слонобоек буду использовать штаны каскадер. И начну я, пожалуй, с самой неоднозначной и недооцененной пушки «Последний вздох». Это, пожалуй, самая слонобойная слонобойка. Ключевой особенностью этой пушки является повышенный урон в течение 7 секунд после устранения. Но в комбинации со штанами каскадер этот эффект суммируется, и в итоге мы получаем колоссальный урон. Также эта пушка пробивает противников на вылет. Бегать вы будете очень медленно, но по сути вам это не нужно. Вам нужно занять стратегическую позицию, откуда будет хорошо просматриваться карта, и желательно находиться выше противников. Как видите, в левом верхнем углу есть такой значочек, вот он. Это множитель урона после устранения. И при удачном сценарии можно их набить около 4, они суммируются, и вы будете получать очень высокий урон. То есть вот, например, сейчас урон получился у нас больше 8000. Ну и без множителя это довольно мощная пушка, то есть 4800 в голову. Подбитых можно забирать очень легко. Так что просто заняли выгодную позицию, никуда не бегаем, стоим на месте, просто настреливаем рябчиков. Кому-то это может показаться скучно, я это понимаю, но здесь получается у нас такая особенность данной пушки. Вот у нас карта, где мы толкаем телегу, и в принципе она довольно показательна, как можно с этой пушкой отыграть катку, потому что нам здесь быстро перемещаться особо не требуется, если мы не умираем. Просто тянемся за телегой и защищаем ее и настреливаем киллы. И далее у меня по списку идет Орочи. Он же лук, он же всех утомил. Раньше это была имба в чистом виде, урон был гораздо выше, чем сейчас. В нынешнем виде мне Орочи уже не очень нравится, ей не хватает урона, она медленная. Но сейчас она стала более сбалансированной, чем раньше. Потому что раньше ты убивал просто с 2 тычков. Первый выстрел имел колоссальный урон, а второй там даже можно было и не натягивать тетиву, чтобы добить противника. Играя с Орочи, вам постоянно нужно будет тереться по углам, выцеливать противника, поджидать, стараться попасть в тайминг. Как по мне, это очень скучно, и я не разделяю механики этой пушки. Но бывают забавные моменты, когда стоишь, выцеливаешь из-за угла противника, и вдруг резко кто-то вылетает, и ты в упор даешь со всего размаху хедшот. Ставь лайк, если тоже такие были моменты. А так в основном стоишь, выцеливаешь, не всегда попадаешь в тайминг, не всегда успеваешь натянуть тетиву до максимальной шкалы, и в итоге получаешь средний урон, или и того ниже, как, например, сейчас стоишь, стреляешь по 500 и не успеваешь даже натянуть. Поэтому пушка однозначно на любителя, ее время, мне кажется, уже прошло. Раньше, да, она была просто мега имба, каждый хотел ее получить. Особенно удобно с ней играть на больших экранах, на iPad, с телефона уже не так с ней комфортно. Я пытался, это нужно иметь просто орлиное зрение, чтобы попасть, но с iPad вполне было прикольно и кайфово с ней играть. Сейчас же, мне кажется, есть тот же последний вздох, будет поприкольнее, поинтереснее. Да, с ней можно быстрее бегать, ты с ней более маневренный, но мне кажется,
минусов у нее больше, чем плюсов. Да, забыл упомянуть, что у нее есть еще перк по отравлению, то есть когда ранил противника, какое-то время ты ему наносишь еще сопутствующий урон, но это всего 90 в секунду. Далее в моем списке идет скат. Эта пушка бесит меня, пожалуй, еще больше, чем Орочи. Я вообще не понимаю, кто с ней играет и зачем она нужна. Единственная особенность этой пушки — это когда вы кого-то подстрелили, этот кто-то поражает рядом находящихся союзников током. Но это бывает очень редко в реальной игре. В остальном у нее низкий урон. Пока шкала заполнится, я не знаю, можно состариться. И я как выбил эту пушку, так ее не доставал до того момента, когда решил сделать это видео. С этой пушкой довольно сложно играть, как и с Орочи нужно постоянно попадать в тайминг. Сейчас будет видно, как противник будет ранить других своих союзников. Вот у нас был даблкилл, но опять-таки это бывает довольно редко и сложно смоделировать такую ситуацию. Единственный сценарий, где можно использовать скат, так это на картах, где кучкуются противники. Это, скажем, одна точка, либо, забыл название карты, руины, по-моему, называется, где очень любят в пещере заныкаться противники. Можно их подстреливать, и тогда вот подстреленный будет ранить всю команду. Но это такой редкий сценарий, что проще использовать, проще и эффективнее использовать, мне кажется, другие пушки. Пушка явно на любителя, поэтому смотрите сами. Perfect aim. Perfect aim. Incredible combo breaker domination. Следующий у нас арбалет странника, он же арбалет Дэрила. Пушка появилась во время события про ходячих мертвецов. Из перков у него эффект кровотечения, который очень легко можно сбить аптечкой или ремкомплектом. Эту снайпу можно и нужно использовать в связке со Скорпионом. С такой связкой вы быстро успокоите самого буйного противника, а чаще всего минимум 2 или 3. В умелых руках за 10 секунд действия Скорпиона можно положить и всю команду. Но и без Скорпиона это очень убойная пушка с высокой скорострельностью и высокой дистанцией, что немаловажно. На данный момент, на мой взгляд, это самая топовая пушка в игре. С этой пушкой классно играть практически на любой карте, и на дальних дистанциях, и на средних. То есть идеальный кейс: в начале катки запускаешь Скорпиона, кладешь 2-3 противников, дальше ищешь позицию повыше, играешь аккуратно, ждешь, когда эффект Скорпиона перезагрузится, и кладешь еще 2-3 и считай, unstoppable у тебя в кармане. Единственное неудобство — это когда после выстрела в противника он на ближней дистанции, автоматически достается пистолет, но это легко решается либо сбросом анимации ударом ножа, или же сейчас можно вообще отключить пистолет в настройках. И завершает парад слонобоек моя любимица Барракуда. Это просто легенда Guns of Boom. Когда она только появилась в игре, игра поделилась на тех, кто успел выбить себе Барракуду, и на всех остальных. Сейчас Барра также топовая пушка, с которой можно быстро перемещаться и успешно воевать в дальнем, среднем и даже ближнем бою. Если ты мастер хедшотов, то каждое устранение в голову вернет в обойму 1 патрон. Обожаю эту пушку, у меня про нее есть отдельное видео, посмотри потом. Но стой, не сейчас, потом. Сначала это видео досмотри до конца, а потом посмотри то видео. В общем, Барра твой бро, играй с Баррой и будь как Барра. Барра очень универсальная пушка. Можно в связке с ней использовать штаны каскадера, как я сделал в этом видео, и ваншотить противников после устранения. Или же надеть какие-нибудь другие штаны, которые увеличивают скорость, и носиться по карте, нанося также довольно мощный урон.
Perfect aim. Double elimination. Perfect aim. Triple elimination. Perfect aim. Eliminations. 4 at once. Perfect aim. Domination. Perfect aim. Double elimination. Perfect aim. Eliminations. Triple elimination. Perfect aim. И на этом первая часть обзора снайперских винтовок закончена. Если видео было интересно и я вижу обратную положительную реакцию, миллиард просмотров и миллион подписчиков, то будет вам вторая часть про мухобойки. Кстати, есть похожие видео про дробовики, ссылка будет в конце видео. А на этом у меня все, и всем пока.